Ну что, Турция была, СНГ было, гол в Польшу. Стадионный бум, масштабная застройка. Именно такие заголовки встречались не повсеместно, пока я готовил этот выпуск. Но большинство этих стадиков сосредоточено в одной части страны, и почти все они недостроены. Поэтому мы зайдем с другой стороны и посмотрим на наследие Евро 2012 года. Это на Футбик, география. Made in Poland. Поехали! Сегодня мы начинаем в городе Гданьск, который находится в 160 километрах от Калининграда на берегу Балтийского моря. Население 450 тысяч человек. Это, кстати, 6-й по населению город Польши. И немного грустно. В этом году финал Лиги Европы должен был пройти именно здесь. Это второй финал Еврокубка за 5 лет, который проводился бы в Польше. Но, увы, COVID-19. А должно было это все произойти на стадионе Энерго, который был построен к Евро 2012. Фасад стадиона напоминает янтарь, очень часто встречающийся на Балтийском побережье. Вместимость 41 620 человек. Сейчас тут играет Лехия, клуб из экстра-класса высшего дивизиона польского чемпионата, являясь середняком таблицы. Средняя посещаемость в прошлом сезоне около 15 тысяч зрителей. Впечатляющая арена. Как же хочется уже на стадион, а не вот это вот все. Ну, думаю, так же, как и тебе, но это не суть. Стадион Энерго спустя уже много лет после чемпионата Европы остается одним из самых крутых футбольных сооружений Польши. Don't listen to the hollow words. Don't fall into their hands. Don't follow any other path but your own. Don't need to live up to their demands. Сейчас мы переместились всего лишь на 20 километров, чтобы посмотреть на стадион заклятых соперников Лехии – Арки из Гдыни. Население тут 250 тысяч человек. Гдыня – молодой городок, здесь не встретишь старинных зданий на улицах, как в Гданьске. Тут все более современно. Как я уже сказал, здесь играет Арка на стадионе Гасир, открытом в 2011 году и вмещающем порядка 15 тысяч человек. Ну, честно, здесь вообще ничего такого особенного, вы все видите сами, просто футбольный стадион. Но снова тот же самый вопрос, хотя бы такие стадиончики можно строить нашим клубом? Ну, ответа по-прежнему нет. Или все-таки не стоит? Как ты думаешь? Пиши в комментах. А мы пока переходим дальше. Don't be afraid, be strong, you're not alone.
На очереди Познань, который находится в 330 километрах от Гдыни. Это один из старейших городов Польши с населением 550 тысяч человек. Find home. Oh, you'll be alright, you'll be alright. Главный клуб города – Лех, который играет на еще одном стадионе не такого далекого чемпионата Европы – Инея. Инея был реконструирован в 2010 году и теперь выглядит, как минимум, нестандартно. Вместимость стадиона 43 269 человек. А вот посещаемость в прошлом году упала с 20 до 11 тысяч. Но это если, конечно, верить трансфер-маркету. Don't fall for it. Боже, как же они болеют. Вот только из-за этого это должно попасть в проверку. Don't listen to them, baby. Just follow. Стадион крутой, стадион большой, но мне, если честно, как-то не заходит. А тебе? Ты можешь написать это в комментах. Прямо сейчас пиши, а я пока перемещусь в Люблин. Follow the light. You're almost there. Just open your eyes. It's right there. Don't listen to the hollow words. Don't fall into their hands. Люблин. Это еще один старинный город Польши с населением всего-навсего 75 тысяч человек. В городе играет футбольный клуб Заглемби. Нет, мы не в Африке, мы до сих пор в Польше, если что. И стадион тут тоже называется Заглемби. Вмещает он 16 068 человек. Стадион открыт в 2010-м. Сколько же арен в Польше было построено в эти годы? Реально крутых и простеньких. Well, you're doing well. Ну вот ничего такого, но я задам снова этот вопрос. Почему не строить хотя бы такое у нас? Почему клубы играют на доисторических советских полях? Посещаемость же и тут очень низкая. Но хотя, наверное, я и сам знаю ответ на этот вопрос. Это просто мое негодование. Уж простите. Just follow the light. You're almost there. Just open your eyes. It's right there. Don't be afraid. Be strong. You're not alone. Trust in yourself. I promise you'll find hope. Вроцлав. И я всегда-то говорю, поэтому и сегодня скажу. Последняя точка на сегодня. Столица гномов. А еще культурная столица Европы 2016.
Население 630 тысяч человек. И тут, как и в Гданьске и Познане, проходили матчи Евро на стадионе Мейский, вмещающем почти 43 тысячи человек. Сейчас тут играет Шлёнск и Удача, находясь в лидирующей группе. Don't fall for it. Стадион во Вроцлаве один из самых красивых в Польше. И тут попробуй не согласиться. Вообще в Польше очень много стадионов, и они строятся и строятся. Польшу по масштабам футбольной застройки сравнивают с Турцией, про которую я уже начал рассказывать, и Германией. You're almost there. Just open your eyes. It's right there. Just follow the light. You're almost there. Ну, как тебе? На сегодня все, но сюда мы обязательно еще вернемся. Как обычно, палец вверх, подписка на канал и коммент. Какие из этих стадиков нужно проверить? И о стадионах какой страны ты бы хотел узнать? Чуточку побольше. Пиши давай, не стесняйся. Ну а я прощаюсь на неделю. Всем пока.